Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, вы на канале Shellnut, и сегодня мы с вами будем разбирать, как же создать интерьер, который легко убирать. Если вам интересна эта тема, и если вы, может быть, немножечко ленивы, оставайтесь, это видео как раз для вас. Во-первых, максимум поверхности в нашем доме должны быть максимально ровными и должно быть минимум щелей, поверхности должны быть практически монолитные. Это касается не только рабочих зон, рабочих поверхностей, кухни, мойки и так далее, но и пола. Это самая большая площадь у нас в нашем доме или в нашей квартире. Что касается пола, если вы выбираете, например, доску, это может быть массивная, инженерная или паркетная доска, то желательно выбирать ее без фаски. То же самое касается ламинатов. Есть некоторые серии ламинатов, у которых есть как бы искусственная фаска. Кстати говоря, вот паркеты без фаски с прямым примыканием стоят дороже, потому что там более сложный процесс высушивания такой паркетной или инженерной доски. А что касается ламинатов, то ламинат с фаской стоит дороже, нежели ламинат с прямым ровным примыканием под 90 градусов. Потому что чисто с производственной точки зрения наклеить ровные плиты ламината гораздо проще, чем сделать вот эту искусственную фаску. Кстати, вот покупая вот такой ламинат, вы, получается, имитируете не самый дорогой и престижный паркет. То есть тут немножко такой диссонанс. Еще у нас на напольных покрытиях типа линолеума абсолютно нет никаких швов. Но там с экологической точки зрения можно порассуждать на тему линолеума. Может быть, как-нибудь отдельный ролик на эту тему сделаем. Но пока так спорный момент, но чисто с точки зрения уборки он, конечно, хорош. Для пола еще очень хорошо подходит так называемая бесшовная плитка. На самом деле это просто плитка, у которой очень четкий обрезной край под 90 градусов. Не вот с такими вот покатыми углами, а ровный, прямой. И поэтому получается очень маленький, практически незаметный шов, где очень мало грязи скапливается. А если это будет вот такой вот пологий шов, пологий край у плитки, то там будет, во-первых, скапливаться больше грязи, и, во-вторых, сам этот шов будет выглядеть больше, и вообще, конечно, это не очень красиво. Сейчас в интерьерной моде все стараются максимально избежать вот таких вот швов и стыков. Это считается технические соединения, и лучше минимизировать их, как вот, если это не прям какой-то арт. Кстати, затирку на напольную плитку лучше выбирать на тон темнее, чем общий фон этой плитки, либо чем самое темное место на этой плитке. Дело в том, что если вы более светлый оттенок выберете, во-первых, это смотрится страшненько, лучше так не делать с эстетической точки зрения, вы поймете почему, если попробуете так сделать. Это спорный момент. Есть, конечно, отдельный арт. Возможно применение затирки именно для достижения каких-то особенных спецэффектов, но это всегда на грани. Вот, и все-таки я вам рекомендую выбирать чуть темнее общего тона, еще и по практическим соображениям, потому что когда вы ходите по полу и проливаете на него что-то, затирка, если она особенно цементная, а не эпоксидная, она очень много в себя впитывает всякой грязи, и потом у вас могут на этой затирке появиться пятна. В общем-то, это не очень красиво, поэтому с затиркой лучше перетемнить, чем пересветлить. Идеальный цвет пола и других значимых поверхностей – это средний серый оттенок. Вот вы когда-нибудь собирали пыль в кучку? Вот вы видели, что эта кучка, она средне-серого оттенка. То есть она не светло-серая, не темно-серая, она вот где-то посерединке, вот эта пыль. И вот большая часть грязи в нашем доме, она имеет вот такой вот средне-серый оттенок. И если мы, например, паркетную доску будем выбирать около серых оттенков, то мы создадим иллюзию чистоты в нашем доме. И вот особенно это важно для тех людей, которые
очень переживают на тему чистоты, им хочется, чтобы везде было красиво. Если они видят пыль, они начинают носиться со шваброй как заведенные. Вот чтобы немножко успокоить себя, лучше в таких случаях сделать около серые оттенки паркета, и тогда вам будет казаться, что пыли не так много и убираться каждый день все-таки не нужно. Но если вы выберете черный, либо очень темный оттенок пола, либо белый, либо очень светлый оттенок, и в том, и в другом случае вам придется убираться очень часто, потому что эти цвета создают очень большой контраст по отношению к средне-серому оттенку большей части пыли и грязи в нашем доме. Поэтому все-таки, если вы хотите не раздражаться от большого количества пыли и вам не хочется ее постоянно видеть и лицезреть, то лучше остановиться в около серых оттенках и выбрать из большого количества около серых, нейтральных, ненасыщенных цветов. Еще один момент, вдруг вы не знали, но ковры очень сильно собирают грязь, поэтому если вы хотите избавить свой интерьер от дополнительной грязи и убрать все эти пылесборники, то все ковры в интерьере нужно собрать вместе и ритуально сжечь. В борьбе за чистоту стены все-таки придется сделать с обоями в какой-нибудь мелкий рябчик, чтобы не видно было каких-то мелких капель грязи, либо пятен. Либо, если же вы хотите все-таки под покраску, есть специальные краски с добавлением воска. Так и гуглите краска для стен с добавлением воска. Либо краска с глинцевинкой. Они, эти два типа краски, они лучше чистятся и они более устойчивы к загрязнениям. Чем больше в краске будет процент глянцевости, тем лучше вы ее сможете очистить даже простой губкой. Но если вы все-таки, например, купили матовую краску и покрыли ей все стены в своем доме, и даже потолок, и даже плинтуса, или, может быть, еще что-то покрыли, вы должны обязательно приобрести меламиновую губку. Это чудо, которое я в Инстаграме уже, наверное, всем просто посоветовала, и мне подписчики пишут, что они оттерли там такие пятна с этой меламиновой губкой, что им даже никогда и не снилось. Они думали, что будут перекрашивать полквартиры, а пришли с меламиновой губкой, все быстренько оттерли. У меня в доме меламиновая губка с матовой стены оттирала даже шариковую ручку. Так что это очень полезная покупка будет для вас, владельцев стен под покраску. Еще хочу поговорить с вами про эту так называемую в народе закарнизную подсветку. Она достаточно популярна даже, я бы так сказала, у многих строителей. Это немножко спорный момент, не все дизайнеры не всегда ее делают, потому что много на это есть причин, но если смотреть на нее с точки зрения чистоты, то представляете, эта закарнизная подсветка, это же огромный пылесборник, куда по-хорошему нужно каждые полгода залезать и тряпкой все протирать. Кто это делает? Напишите в комментариях, если вы это делаете раз в полгода или сколько. Как вы ухаживаете за этой закарнизной подсветкой? Залезали ли вы вообще туда хоть раз в жизни? И во-вторых, мне даже как-то немножко беспокойно думать об этом, но в этой закарнизной подсветке могут поселиться вообще любые виды насекомых и вообще любой другой инопланетной жизни. В общем-то, я бы, наверное, рекомендовала отказаться от такой закарнизной подсветки, если есть такая возможность. Наилучший стиль для уборки – это минимализм. Но здесь для нас важнее скорее даже не эстетика, а философия этого стиля. Мы убираем с глаз долой все лишнее, весь декор, или практически весь, и прячем все эти статуэточки, пылесборники, магнитики под стекло. Да. И у нас остаются ровные поверхности, на которых не оседает пыль, которые не собирают грязь. В борьбе за чистоту интерьера мы должны объявить бой всем щелям. Это касается встраиваемой мебели. Нам нужно мебель встроить, например, кухонный гарнитур мы должны встроить не только в
правую и в левую стенку, но еще и довести до потолка. И если мы не можем сделать наши кухонные верхние шкафы до потолка, ну, например, мы выбрали какой-то производитель, который не может довести кухонные шкафы так высоко, то мы должны потолок довести до кухонных шкафов и сделать там вот минимальную такую малюсенькую щелочку, которая называется технологический зазор. Таким образом мы не даем возможности нам вот на верхних шкафах скапливаться таким предметом, как какие-нибудь банки, коробки, вазы или еще какие-то предметы, которые мы туда засовываем и забываем вообще напрочь про них, потому что никто там не роется, никто там не убирается. Это места, которые мы практически не посещаем, и поэтому там скапливается очень много грязи. Поэтому лучше такие места сразу на этапе ремонта закрывать вот такими вот гипсокартонными конструкциями. Это же касается вот этих вот огромных серебряных воздуховодов, которые могут испортить интерьер практически любой кухни. Даже с эстетической точки зрения стоит закрывать вот эти серебряные воздуховоды, но и с точки зрения практической, конечно, тоже, потому что эти серебряные воздуховоды тоже никто никогда не чистит, они так и находятся вот такие вот все запыленные, загрязненные, и, конечно, они не придают красоты. В общем, тоже нужно об этом подумать заранее. Это же касается шкафов, стеллажей, они тоже должны быть встроены не только в стены, но и от пола до потолка, чтобы мы минимизировали количество вот этих щелей, чтобы у нас остались только технологические зазоры. Вот эта мебель, она снизу иметь должна что-то типа цоколя, ну, то есть это так и называется мебельный цоколь, такой как плинтус, который идет сплошняком. Мебель не должна стоять на ножках, потому что вокруг ножек вся пыль собирается, а у нее должен быть такой как бы защитный от пыли цоколь. Тогда вам будет проще убираться. Если у вас нет такого цоколя, то лучше, чтобы тогда ваша мебель была закреплена к стене и подвешена, как кухонные шкафы верхние. Например, какие-нибудь консольные столики можно закрепить к стене, либо комоды можно оставить зависать над полом, и тогда нам будет очень легко и просто тряпкой пройтись и все это убрать. То же самое касается подвесных унитазов. Тоже мы можем легко пройти и не должны будем огибать вот эти витиеватости унитаза. Кстати, по поводу унитазов, есть специальные унитазы безободковые модели. Это такая новомодная модель унитаза. Сейчас у очень многих фирм она появилась. И это тоже, кстати, упрощает уборку не только снаружи под унитазом, но и внутри. Фасады мебели должны быть гладкими, без филенок. И, кстати, бытует мнение, у меня уже 3 заказчицы утверждают, прям четко утверждают, что они экспериментировали и говорили, что белые глянцевые фасады самые практичные в уборке. Может быть, напишите комментарии, если у вас белые глянцевые фасады, и скажите, как они вам, действительно ли вам удобно. Я проверяла, мы ставили глянцевую кухню, и я проверяла пальцами вот так вот, ляпала, смотрела, как оно там все это происходит. Действительно, на белом практически не видно вот этих переливов, все потому что белый цвет, он не создает контраста, и вот эти белые мерцания от света, вот это отражение, оно практически незаметно на белом цвете. Но обратная ситуация происходит с черными фасадами, и если вот их так наляпать, то, конечно, будет очень видны все вот эти отпечатки, все вот эти пятна, и они как раз создают с белым цветом очень большой вот эту вот игру, и их уже, конечно, гораздо сильнее видно. Но, может быть, вы в комментариях напишите мне ваше мнение и вашу ситуацию, как-то у вас по-другому там все это происходит. Я с удовольствием почитаю. И последний пункт. Для того, чтобы облегчить уборку своего интерьера, пустите робота в свою жизнь. Существуют специальные роботы-пылесосы, и в некоторых дизайн-проектах мы даже планируем заранее, предупреждаем заказчиков, что если вы не хотите убираться, давайте мы запланируем вот в этом месте док для робота-пылесоса и вот так вот розетку для него. Специально все это планируем глобально. Если вы, например, немножко ленитесь, то узнайте, сейчас есть уже очень крутые роботы, пылесосы, роботы-мойщики окон и другие роботы-хозяюшки, которые очень сильно облегчают нам жизнь. И, конечно, технологии не движутся в этом направлении, и я думаю,
скором времени мы вообще будем делать везде темный пол и лежать, отдыхать, кайфовать от красоты нашего интерьера, а роботы будут делать за нас всю грязную работу. Так что, в общем, постепенно начинайте впускать роботов в свою жизнь и планируйте для них розетки. А если у вас есть уже робот какой-то, пылесос или моющий окон или какой-нибудь еще, и у вас есть какой-то интересный опыт, напишите в комментариях. Я думаю, мы все с удовольствием почитаем, как у вас происходит общение с этим роботом. Я знаю, некоторые хозяева даже своих роботов-пылесосов называют какими-нибудь смешными именами. Как вы зовут вашего робота-пылесоса? На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. До новых встреч и всем дизайн!